Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас долгожданное видео по капру. Я знаю, что многие его ждут. Я его в прошлом году на основном канале показывала, и в этом году показывала. И сказала, что выйдет мастер-класс на этом канале. Значит, у нас мастер-класс будет в двух частях, поскольку вот эта вот обвязка кулиской, да, она выполняется в карман так, чтобы с обеих сторон не было видно у нас ничего. Выполняется легко, но единственное затратно по времени. Да, еще, чтобы правильно вставить шнурок, для того, чтобы вот эти дырочки, отверстия не растягивались, нужно вставлять его не вот как обычно все вставляют. В общем, подробности будут во второй части. Обвязка и как вставить шнурок будут во второй части. Здесь я вам в этом видео даю расчеты на два размера. Розовый капор чуть меньше, я вяжу вместе с вами, петля в петлю. А коричневый я буду говорить вам, сколько убавок, прибавок, где что делаем. Они немножко разные получаются, не сильно отличаются, всего лишь 8 петель. В принципе, как и в шапке. Размер шапок, да, мы как делим обычно с разницей 8 петель. Это предыдущий, либо следующий размер. На какой размер это связано? Трудно сказать, поскольку кто-то любит объемные, кто-то любит менее объемные. Там, смотря под какую одежду, наверное, поэтому здесь уж вы ориентируйтесь сами. Я вам чисто визуально скажу вот размеры. Никакую плотность я озвучивать не буду, поскольку это из личного опыта, я говорю, даже с одним и тем же артикулом может получиться немножко разная высота. Вот вяжу в рядах, да, ну, в принципе, и у человека плотность меняется в течение суток даже. Это, наверное, уже ни для кого не секрет. Может быть, чуть пряжа, там разные партии тоже может отличаться, да. Можете вязать как с дополнительными ниточками, так и без дополнительных. Например, артикул у Artland, пух норки классический, метраж 350 метров на 50 грамм. Здесь дополнительной нити не идет. Я вязала и с такой, и с дополнительной нитью. Единственное, если вы берете пух норки с дополнительной нитью, не берите, пожалуйста, разрекламированную синюю этикетку. Желтая этикетка более-менее, а вот синяя этикетка, я имею в виду, где моточки такие более круглые, где есть катушки дополнительные. Желтая этикетка еще более-менее, синяя этикетка пряжа практически лысая. Я показывала на своем основном канале в прошлом году. Можете найти это видео, полистать. Ссылку на свой основной канал, где более 300 тысяч подписчиков, я оставлю. А также оставлю ссылку на свой телеграм-канал, где я публикую каждый день какие-то схемы и какие-то модели для вдохновения. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если вы вяжете из метража 350-360 метров, у Artland есть еще высокий ворс. Моточек примерно так же выглядит, но можете почитать, найдете все. Я все ссылки внизу оставлю и, как правило, в первом комментарии также оставляю. Если метраж 350 и 360 метров, то капор я вяжу в 3 сложения, варежки также в 3 сложения. Одной упаковочки хватает на комплект. Если вы выберете, я еще люблю очень вот такую пряжу и вязала из нее тоже капор и варежки. Варежки, кстати, у нас также будут здесь, на этом канале. Вот так выглядит пряжа после первой стирки. И вот так вот еще недоделанные. У нас есть на канале на большом варежки с аранами. В этом году я буду публиковать вот такие вот с косами. Итак, продолжу мысль. Если вы выберете вот такую пряжу, она мне очень нравится, то вы можете вязать в 2 нити капор и в 2 нити я вяжу варежки. Это одна и та же пряжа, только разные цвета. Вот я показываю вам. Озвучу метраж. Здесь метраж в 50 граммах 200 метров. 30% пух енота, 20 кролик, 20 вискозный шелк, 20 нейлон, 5 металлик и 5 пайетки. Ниточка, смотрите какая, здесь нет никаких дополнительных нитей. Здесь 3 скрученные между собой ниточки и в 2 сложения я вяжу. Я вяжу сразу от 2 клубочков. Так, значит, сказала, если классический метраж, то мы вяжем и варежки, и капор в 3 сложения. Есть дополнительная нить, хотите добавляйте, хотите не добавляйте. Вот у этого артикула нити дополнительной нет. Более пушистый получается из вот этой ниточки Artland. Стирка обычным шампунем и отжимаю в барабане можно 400, можно 800 оборотов.
Если вы хотите немножечко уменьшить, допустим, вы связали велико, если вы, допустим, варежки велики, допустим, или капор велик, значит, просто стираете в горячей воде, также отжимаете в барабане машины. И получается немножечко сбитое полотно, поплотнее и немножечко меньше. Давайте озвучу вам. Коричневый капор чуть больше, у него чуть больше будет прибавок, чуть больше будет вот здесь вот под лицо убавок. Допустим, если у вас широкое лицо, да, ну, соответственно, здесь все пропорционально. Если этот меньше, этот больше коричневый, значит, рассчитан на более крупное лицо, да. Ну и по высоте он тоже отличается, но он и визуально отличается. А на резинку я одинаковое количество петель набираю. В общем, все вам попутно буду рассказывать. Давайте замерю вам визуально, чтобы вы понимали, что получается от макушки до резинки 30 сантиметров. Это высота капра без вот этой вот резинки, которая, собственно, закрывает нам шею. Это уже с обвязкой 29 сантиметров. Это у меня ширина капра. Вы можете на свое усмотрение делать больше прибавок, то есть если хотите более округлую форму получить. Как видите, я вяжу его по принципу вязания носка, и он получается более объемный. У него нет острых углов. Также я вяжу и капюшон для плечевых изделий. Надеюсь, я все сказала. Если что-то забыла, то обязательно спрашивайте в комментариях, я отвечу. Не забывайте присоединяться в телеграм-канал и к основному YouTube каналу. Также ссылочку оставлю на Дзен. Еще раз напомню, если вы покупаете 350-360 метров пряжу, то значит вяжете в 3 сложения, что капор, что варежки. Если пряжа Монро от Artlan, значит в 2 сложения. И капор, и варежки. Варежки также будут публиковаться на этом канале. Желаю вам легких петелек. И самое главное, девочки, будьте здоровы. Провязала спицами 4,5, резинку 13 сантиметров. Достаточно. И теперь один круговой ряд. Перехожу уже на спицы номер 5. Вяжу лицевыми петлями весь круговой ряд. Довязываю первый круговой ряд лицевой гладью. Спицы 4,5 мне больше не нужны. Так, теперь второй круговой ряд. То есть перехожу плавненько на 5,5. 4,5 у меня резинка. И я плавно перехожу на спицы 5,5. За 2 ряда. То есть тоже один круговой ряд до конца ряда. Довязываю второй ряд. Итак, спицы номер 5 я пока не убираю, они мне понадобятся, я буду вязать ими при поворотном вязании изнаночную сторону, то есть на 0,5 размер будет поменьше. Итак, начинаю закрывать 15 петель от начала кругового ряда, что для коричневого капра шоколадного, что для розового, одинаково. Провязываю первую петлю от начала кругового ряда, вторую и первую через вторую перекидываю. Одна петля закрыта. Следующую провязываю, перекидываю и считаю 2 петли, 3 петли, 4 петли, 5 петель, 6, 7. Старайтесь не затягивать, посвободнее закрывайте. 8. И 15. Возвращаю ее пока на место. И проверяю, как я поставила маркеры. У меня получается по цифрам, что 15 для подбородка я закрыла. Значит, у меня было 94 петли минус 15, получается 79 петель. Центральную, вот так складывая часть подбородка, да, центральную от оставшихся 79 петель я помечаю маркером. Ну, в данном случае у меня красненький. И справа отсчитываю от этого маркера, от этой петли, вправо отсчитываю 7 петель маркер зеленый, 7 петель маркер зеленый. И от центральной затылочной петли
влево также 7 петель маркер, 7 петель маркер. Здесь я поставила желтый маркер, чтобы вам не путаться, с какой стороны делаем, с каким наклоном прибавку. Значит, у меня 79 минус 1 пополам 78 делю, это 39, 1 петля по центру затылка и 39 петель. Вот проверяю себя. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 32. 2, 34, 36, 38, 39. На 40 стоит маркер. И в другую сторону так должно остаться 39. 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36. 38, 39. Все верно. Итак, расставили все маркеры, лишние все убрали. И я еще ставлю дополнительные, потому что потом при кетлевке так будет легче ориентироваться. Выделяю вот этот участок, где 15 петель закрыто. Так, чтобы не поднять эти 15 петель. Просто люблю точность, это делать не обязательно. Итак, сейчас мы будем выполнять 2 капра. Я практически буду вязать одинаково, розовый буду вязать чуть меньше. Значит, что мы будем делать? Мы будем в лицевом ряду делать 4 прибавки вот в этих местах, где у нас поставлены маркеры. На зелененьких с наклоном вправо, на желтых с наклоном влево. В лицевом ряду изнаночный мы будем просто провязывать. Да, и изнаночный ряд я буду вязать спицами номер на 5 мм поменьше, пятерочкой. Лицевой ряд вяжу 5,5. И при этом в конце каждого ряда будем делать убавки. В лицевом ряду в конце ряда и в изнаночном ряду в конце ряда. Сейчас все наглядно покажу. В шоколадном капре я буду делать 4 лицевых ряда, в котором будут прибавки, 4 прибавки, и в лицевом ряду 1 убавка, в изнаночном ряду 1 убавка. По цифрам получается следующее. Первый ряд, значит, 79 петель, плюс 4 добавляются со стороны затылка и минус 1 петля в конце, получается 82 петли. В изнаночном ряду в конце ряда убавляем также 1 петлю, получается 81 петля. Третий лицевой ряд 81 плюс 4 петли, минус 1 петля в конце, получается 84. В изнаночном ряду в конце ряда также убавляем, получается 83. Пятый ряд 83 плюс 4 минус 1 в конце, получается 86. В изнаночном шестом ряду 85 петель. В седьмом ряду в лицевом также добавляю 4 петли, минус 1 в конце, получается 88. В изнаночном ряду минус еще 1 петля, получается 87 петель. 4 лицевых ряда с прибавками по центру, и с каждой стороны, там, где у нас подбородок, там, где у нас лицо, 4 ряда, 4 убавочки с одной стороны, 4 убавочки получится с другой стороны. Для розового капра я буду делать все то же самое, но только до 6 ряда включительно. У меня будет 85 петель. То есть у меня будет 3 ряда с прибавками, по 4 прибавки в лицевом ряду, и 3 убавки с одной стороны от подбородка, и 3 убавки с другой стороны от подбородка. То есть в шоколадном 4, а здесь будет 3 убавки. Сейчас наглядно все посмотрим. Итак, спицы номер 5,5. Первую буду снимать, последняя будет у меня всегда изнаночная при поворотном вязании. Провязываю петли до первого маркера. Можете себе пометьте центр, чтобы понимать, что у зеленых маркеров мы будем делать прибавку с наклоном вправо, то есть от маркера, и будем делать перед маркером. Поднимаю протяжку спереди правой спицы, накидываю на левую спицу и за переднюю стеночку провязываю лицевой петлей. Получается прибавка с наклоном вправо. Перекидываю маркер, провязываю еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Потом количество будет меняться вот в этом участке, так как у нас же здесь прибавки идут. Снова поднимаю протяжку спереди правой спицы, накидываю на левую спицу, провязываю за переднюю стенку.
Получили прибавку с наклоном вправо. Перекинула маркер. Теперь провязываю по затылочной части 15 лицевых петель. Дохожу до желтого маркера, перекидываю его и после маркера делаю прибавку с наклоном влево. Сзади правой спицы поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу и за заднюю стеночку провязываю. Получаем прибавку с наклоном влево. Иду до следующего желтого маркера. Перекидываю его, поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу, провязываю за заднюю стеночку. Здесь мы делали у зеленых маркеров прибавки до маркера с наклоном вправо, у желтых маркеров после маркера с наклоном влево. И в конце лицевого ряда первого делаю первую убавку у подбородка. У меня стоят петли классические, слева направо их подхватываю и провязываю одной петлей. Впоследствии, кто вяжет бабушкиными, можете переворачивать петли просто так, чтобы они стояли классикой, и провязывать их. Мне, во всяком случае, эти убавки показались самые нормальные. Можно, конечно, делать как? Просто перекидывать последнюю петлю, но мне такой вариант не нравится. Я буду поступать именно вот так. Именно 2 вместе. Разворачиваемся. Спицы беру меньше. Начинающим это поможет вязать. Ровнее, рядности не будет. Изнаночный ряд мы провязываем весь до конца, не доходя 2 петли до конца ряда. И в конце изнаночного каждого ряда буду провязывать 2 вместе 1 изнаночной. Таким образом мы провязали 2 поворотных ряда, по 1 петле убавили в районе подбородка и 4 петли добавилось со стороны затылка. И повторяю то же самое. 3-й лицевой ряд такой же будет, как и 1-й. Соответственно, 5-й и 7-й то же самое. То есть делаем по 4 прибавки на затылке и в конце ряда убавляем по 1 петле. То есть все то же самое. Перекрутите на 1-й ряд и провязывайте точно так же 3-й, 5-й и 7-й для большего размера. Я буду вязать до 6-го ряда, то есть до 85 петель. Далее вяжем самостоятельно. Все моменты показала. Давайте еще раз наглядно покажу. Первую снимаю, вяжу лицевыми петлями до ближайшего маркера. Стараюсь вязать не затягивая полотно, потому что надо будет пуху куда-то выйти. Я вяжу туго, но стараюсь вязать довольно слабенько. Итак, подходим к зеленому маркеру, делаем прибавку до маркера. Спереди поднимаем протяжку, накидываю на левую спицу, за переднюю стенку провязываю. Перекидываю маркер, вяжу лицевыми петлями до следующего зеленого маркера. Перед маркером поднимаю протяжку спереди правой спицы, накидываю на левую и провязываю за переднюю стенку. Перекидываю маркер. Здесь у нас центральная затылочная часть 15 петель. Они не меняются. Перекидываю желтый маркер. После желтого маркера делаю
поднимаю протяжку сзади, накидываю на левую спицу и провязываю за заднюю стенку. Вяжу до еще одного маркера желтенького, перекидываю, и после маркера прибавка с наклоном влево. Сзади протяжку подняли и за заднюю стеночку провязали. Заканчиваю лицевой ряд. И в конце ряда 2 вместе, 1 лицевой. Слева направо подхватываю петли и провязываю. Перехожу на изнаночную сторону. Нить перевожу к себе на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Да, вяжу спицами на 0,5 меньше. Пятерка, вяжу изнаночную сторону. И провязываю все полотно изнаночными петлями, не доходя до конца, 2 петли. И в конце ряда 2 изнаночные провязываю 1 изнаночной. Перевожу ниточку назад. И я свои 6 рядов отвязала для меньшего размера. Кто вяжет на размер больше, значит вяжем еще 7 ряд, также 4 прибавки на затылочной части и минус 2 петли в конце каждого ряда. Далее прибавки только по центру. Теперь я снимаю первый зеленый маркер и последний желтый маркер. То есть оставляю те, которые только по центру, зеленый и желтый. Для шоколадного капра я вязала 9 ряд, так как у меня 7 было провязано в 4 местах прибавки. Поэтому 9, 11, 13 и 15 ряды. И по 2 петли у нас прибавляется на затылке. У той части, где у нас подбородок, лицо, здесь мы больше никаких убавок не делаем. И в итоге у меня получится на коричневом капре у меня 95 петель, а для розового у меня 85 петель. Я последнюю прибавку и убавки не делала. То есть у меня здесь, в отличие от коричневого, по 3 убавки со стороны подбородка. И 3 лицевых ряда были прибавки в 4 местах на затылке. А для розового капра я сейчас уже в 7 ряду буду делать последние вот эти 2 прибавки. Возле подбородка я уже убавок делать не буду. Для маленького размера это будет 7 ряд. А для большого размера с 9 по 15 ряд продолжайте делать прибавки, кто хочет глубже. Итак, первую снимаю и пошла вязать лицевыми петлями до первого маркера. Подошла к зеленому маркеру, поднимаю протяжку до маркера и провязываю ее за переднюю стенку. Прибавки такие же. Провязываю 15 петель по центру. Да, и вот в этот момент я выделю здесь. Сейчас мне вот эти маркеры придется уже снимать, потому что это последний ряд с прибавками. Я выделю центральную петельку, как она была изначально, так ее и буду вести. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 8-ю. Поставлю маркер. Как она была, центральная петля затылка, так я ее оставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекидываю желтый маркер, делаю прибавку с наклоном влево. Довязываю ряд до конца. Последнюю буду провязывать изнаночной петлей. Разворачиваю вязание. Ниточка за работой остается. Первую буду снимать и пошла вязать изнаночный ряд. Все, с этого момента для розового капра прибавок и убавок нет. Я сниму все маркеры, кроме центрального, который у меня указывает на центр затылка.
Остается только один по центру затылка, пригодится. Дальше вяжу просто поворотными рядами. Для шоколадного капра, напоминаю, по 4 прибавки и 2 убавки до 8 ряда, а далее по центральным 15 петель по затылку, справа и слева делаем еще 9, 11, 13 и 15 ряд. В итоге получится 95 петель, а в моем капре, в розовом, в моем, они оба мои, 87. То есть разница получается 8 петель. И так далее вяжем самостоятельно. Просто прямое полотно получается поворотными рядами. Первую всегда снимаем, последнее всегда изнаночная. Я провязала далее по прямой от резинки 23 сантиметра. И что удивительно, шоколадный капор я вязала 25 сантиметров после резинки, и это у меня получилось 52 ряда. Розовый я вяжу 23 сантиметра, и у меня получилось 54 ряда. Вот мой маркер 50 рядов и еще 4 ряда. Это все зависит и от плотности вязания. У нас даже если одни руки, одна и та же пряжа, тут и пряжа может отличаться, и плотность вязания может отличаться. Поэтому лучше меряем сантиметром. Здесь я делаю размер меньше, поэтому высоту провязала меньше. Далее нужно будет скруглить. Это еще не вся высота. Вот посмотрите на шоколадном. Где-то вот здесь я закончила вязать по прямой 25 сантиметров. И потом начала делать плавные убавки для округления самого капра. Ну а далее уже закрытие. Я выделяю по центру затылка также 15 петель, как и в самом начале. Для этого я просила сохранить, выделить вот эту центральную петельку. Я ее так и вела. От отмеченных маркеров я буду делать убавки с обеих сторон. На шоколадном капре 1, 2, 3, 4, 5 лицевых рядов. Это 1, 3, 5, 7 и 9. Для розового капра также буду делать 5 рядов. 1, 3, 5, 7 и 9. То есть сейчас мы обнуляемся и будем делать убавки. По 2 убавки за 1 лицевой ряд. При этом на шоколадном капре у меня получилось 85 петель, а на розовом у меня получится 77 петель. Итак, я закончила изнаночный ряд. Перехожу к лицевому. Маркеры у меня уже установлены. Довязываю до первого маркера. До первого маркера не дохожу 2 петли и провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Слева направо подхватываю петли и провязываю. Для тех, кто вяжет изнаночный ряд бабушкиными, у вас петли стоят левыми стенками к вам ближе. И я вам советую провязывать их за задней стенки, для того, чтобы убавка у вас была более красивая. При моем расположении петель я буду провязывать слева направо. У меня классика. До маркера сделала убавку. Перекидываю маркер и провязываю 15 петель по центру. Количество этих петель не меняется по центру. Желтый маркер я перевешу на текущий ряд, чтобы мне не запутаться. Это первый ряд. Так будет легче ориентироваться. Без всяких счетчиков рядов. Подошла ко второму маркеру, перекидываю и также делаю убавку с наклоном вправо. Для классических петель она менее заметная. Повторюсь, для тех, кто вяжет бабушкиными, у вас петли стоят левыми стенками к вам. Вы провязываете за задние стенки, так будет аккуратней. И, соответственно, когда будете вязать изнаночный ряд, вы будете провязывать бабушкиной петлей, и для вас будет намного аккуратнее эта убавка. Смотрите сами, попробуйте. Я не делаю их симметричными из-за того, что убавка влево будет смотреться некрасиво при классических петлях. Ну а до бабушкиных, соответственно, в обратную сторону. Если вы ничего не поняли, не понимаете, чем отличаются бабушкины петли от классических, значит, разворачивайте петли классическими, то есть правой стенкой ближе к вам, и делайте так же, как я. И довязываю ряд до конца. Довязываю первый лицевой ряд, последняя кромочная, изнаночная.
Разворачиваю вязание, первую снимаю и изнаночный ряд провязываю без изменения. Далее я развернусь на лицевой ряд, он будет третий, и также буду делать 2 вместе с наклоном вправо до маркера, и после маркера 2 вместе с наклоном вправо в одну сторону. Повторюсь, так менее заметно получится убавки. Продолжаем самостоятельно. Для всех размеров до 9 ряда, ну 10 включительно, это изнаночный ряд. Провязала я 10 рядов, у меня сейчас на спицах 77 петель. Теперь я добавляю, у меня выделено 15 маркерами по центру петель. Теперь от этих 15 я еще ставлю маркер 7 петель вправо, стоит маркер. И слева также от желтого маркера 7 петель и маркер. Слева поставил желтенькие маркеры одинаковые, справа зелененькие, также, чтобы вас не путать, чтобы вам было понятней. И красненькими я так и веду центральную петельку по затылку. 11 ряд. В 11 и в 13 ряду по 4 теперь убавки. Также буду делать их с наклоном вправо. У зеленых маркеров, я уже сейчас вяжу 11 ряд, я делаю до маркера убавку с наклоном вправо, 2 вместе одной лицевой, перекидываю маркер, вяжу до следующего маркера, не дохожу 2 петли, также провязываю 2 вместе с наклоном вправо, перекидываю маркер, по центру 15 лицевых, перекидываю маркер, снова делаю по той же причине, что и ранее объясняла, с наклоном вправо 2 вместе провязываю, слева направо подтягиваю, провязываю до следующего последнего маркера, перекидываю его и 2 вместе с наклоном вправо. То есть у зеленых маркеров до маркера делаем убавки, у желтых маркеров после маркера делаем убавки. Это 11 ряд. 12 изнаночный ряд вяжу также без изменения, и в 13 ряду также сделаю для шоколадного капра. У меня получилось 77 петель, здесь в розовом будет 69 петель, то есть такая же разница, 8 петель и сохранилась, как и изначально. Это у нас первый убавочный ряд, где 4 убавки, и еще нужно провязать еще один такой же лицевой ряд. Итак, сделая последние прибавки, у меня сейчас 69 петель. На шоколадном 77. Теперь крайние маркеры. Крайний правый, зелененький, снимаю. И крайний желтенький. То есть по центру остается у нас 15 петель. Но мы дальше будем закрывать по принципу, как закрывают пятку носка, и будем задействовать 17 петель. То есть по одной петельке заберем. Так получается красивее. Так как у нас уже здесь идет дорожка, и чтобы она продолжалась. Поэтому можно, в принципе, эти зеленые и желтые также снять. Итак, давайте наглядно покажу. Значит, сейчас я буду провязывать, минуя первый маркер, пойду ко второму. Центральную петельку, я сейчас красный сниму, он сливается, повешу сюда желтый маркер. Центральную петельку я так и буду вести. У меня есть мысль там еще сделать убавочку, позже расскажу. Поэкспериментировать хочется. Итак, начинаю я с 15 ряда закрывать уже капор. И вязать я буду до второго маркера. Дошла до первого маркера, перекидываю его по центру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Снимаю маркер, больше он не понадобится. И теперь следующих 2 петли буду провязывать. Это лицевой ряд, и он будет из ряда в ряд одинаков. Разворачиваю левыми стеночками к себе. 15 по центру не трогаю.
И уже 16 и 17 петля стеночками к себе. Для тех, кто вяжет бабушкиными, они у вас с этой стороны так и стоят. И провязывают 2 вместе за заднюю стенку. И вот у нас получается как продолжение. Вот здесь можно поставить теперь маркер. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Значит, первую буду снимать и вяжу вместе с первой, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снимаю маркер и 2 вместе буду провязывать одной изнаночной петлей, классической, у меня классика. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. И здесь также будет идти продолжение вот этой дорожки. То есть у нас всегда по центру будет теперь не 15, а 17 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 17 петля. Развернулись на лицевую сторону. Первую петлю снимаем и вяжем все петли до маркера. В принципе, эти маркеры не нужны, я их поставила так для наглядности. И теперь последнюю петлю, вот здесь будет всегда разрыв, поэтому маркер не нужен, он будет только мешать. Поэтому вот эту последнюю петлю и следующую я буду также разворачивать в лицевом ряду левыми стеночками к себе и провязывать за задние стеночки. Таким образом мы будем формировать макушку как пятку у носок. То есть у нас вот эти боковые петли будут уходить под вот эту центральную, вот это получается как пятка у нас, да? Только в нашем случае это будет верхняя часть капюшона. Вот эти 17 петель, они у меня не меняются, что в шоколадном капре, что в розовом капре. И снова разворачиваемся на изнаночную сторону. Первую снимаю, вяжу изнаночными петлями. До разрыва. Тоже маркер здесь можно снять этот. Он будет только мешаться. Снимаю этот зеленый маркер, потому что он мне будет мешать провязывать 2 вместе. Вот он разрыв. Провязываю 2 петли вместе изнаночной. Разворачиваюсь на лицевую сторону, первую опять снимаю и повторяю из ряда в ряд вот эти 2 ряда, лицевой и изнаночный, до тех пор, пока у меня все петли по бокам вот эти вот пока каждая из этих петель не уйдет под вот эту дорожку. В этой дорожке, вот где разрывы, их видно, вот эти разрывы, 17 петель, не 15, а 17. И продолжаем чередовать лицевой и изнаночный ряд, пока все петли у нас не уберутся боковые, и у нас останется на спицах только 17 петель. Еще раз показываю, дошла лицевой ряд до разрыва. Петлю одну и вторую перекидываю левыми стеночками к себе. И со задней стенки провязываю. Вот такая красивая получается убавка. Точнее, дорожка получается красивая. Еще раз повторим изнаночный ряд. Первую снимаем. Далее вяжем изнаночными петлями, не доходя одной петли до разрыва. Такой очевидный разрыв, то есть мимо не пробежите. Или пересчитывайте, чтобы всегда было по центру 17 петель. Довязала до разрыва, одна петелька у меня осталась.
вот эту одну петельку со следующей провязываю вместе изнаночной петлей. Разворачиваемся снова, первую снимаем и так далее, повторяем. И уже ближе к окончанию вязания я к вам подсоединюсь. Я почти закончилась, у меня остался один лицевой ряд и один изнаночный ряд. По одной петельке осталось убрать под нашу дорожку. Когда у меня начался, не знаю какой ряд, не принципиально важно, у меня было 7 петель справа до дорожки, я сделала убавочку. Вот она, ее видно, 2 вместе с наклоном вправо. Опять по той же причине, потому что классические петли такая убавка менее заметна. То есть от центральной петли 1, 2, 3 и 4 я провязала вместе. И когда у меня оставалось 4 петли в лицевом ряду, я также сделала убавку, но уже левее от центральной 1, 2, 3 и 4 также провязаны вместе. Для чего это сделала? Для того, чтобы у меня чуть-чуть наклонилась вот эта часть. В принципе, ну, технически это будет, наверное, верно. Можно будет еще и третью убавочку, например, здесь сделать по центру, вот, допустим, в последнем ряду. Но я уже не буду делать, просто проэкспериментировала. По идее, он немножечко должен наклониться, как бы. Хотя, может быть, это и излишнее, потому что у нас будет кулиска, да, и шнурок, который утягивает кулиску так, как нам нравится, так, как нам нужно. Поэтому хотите делать, хотите не делать, записывать я этого не стала. То есть у меня теперь по центру 15 петель. Итак, мне нужно провязать последние 2 ряда. Первую снимаю, давайте вместе доделаем. И вяжу до конца почти. Разворачиваю одну петлю, последнюю петлю, провязываю их вместе. Все. Теперь на спицах, если вы не делали вот эти 2 убавки, 17 петель должно остаться. Точнее, когда мы уже провяжем изнаночный ряд, еще одна петелька есть. Разворачиваемся. Первую также снимаем и вяжу изнаночными петлями. Это последний изнаночный ряд. И одну петельку надо убрать еще. Две вместе провязываю изнаночной петлей. Теперь нам нужно закрыть. Сейчас кто-то подумает, можно эти петли оставить открытыми. Нет, потому что так получится некрасиво. Мы начнем обработку не с этой части, где закрывали, а сбоку. И когда мы на эту часть заступим, то мы опустимся на несколько рядов. И вот эти несколько рядов, они у нас уйдут в петлевочку, вот в эту кулиску точнее, и этого не будет видно. А если мы оставим эти петли открытыми, то здесь будет ступенька. В общем, получается некрасиво, поэтому я их просто банально закрываю. Первую снимаю, вторую провязываю, первую перекидываю через вторую, провязываю, перекидываю, то есть обычное закрытие. Последнюю провязываю, наверное, за переднюю стенку. Так, и здесь не принципиально важно. Теперь обрезаю небольшую нить, сантиметров 5-7, и просто вытягиваю эту петлю. По той же причине, что я люблю точность, я помечу вот эту петлю крайнюю. У меня теперь получается их 15. У кого 17, пометьте также 17. Потом их будет легче искать при обвязке. Ну и вот здесь где-то, да. Хотя они очень хорошо видны. Вот она, эта ступенька, смотрите. Вот такая, да, практически в сантиметр у меня получается.
И вот ее мы будем закрывать с помощью кулиски. Ну и посмотрим. Вот я дала наклон. Получился ли этот наклон? Ну да, немножко есть. Немножко он как бы скруглился еще больше, да? Но технически, еще раз повторюсь, я думаю, так вернее. Мы с вами закончили вязать капор. И я его не стираю. Далее во второй части мы с вами будем обвязывать кулиской. Я вам расскажу, с каким ритмом, где что поднимать, сколько рядов мы вяжем на наружную сторону, какими спицами, во сколько сложений и так далее. Как сделать дырочки в нужных местах под шнурок. Свяжем с вами шнурок и вставим с вами его правильно, для того, чтобы дырочки не растягивались. Поэтому дождитесь вторую часть, не экспериментируйте. И ритм, когда поднимаем петли, в одном месте один ритм, в другом месте другой ритм. Поэтому, пожалуйста, дождитесь второй части.